It's not a game, it's a rich thing. Всем привет! Вы не представляете, как я рад вас всех видеть. Меня зовут Максим и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжим рубрику «Сколько можно заработать на мусоре?», а конкретно в этом видео мы разберемся, сколько можно заработать на сдаче пластика на переработку. Прежде чем мы начнем, прошу подписаться вас на мой канал, так как за время моего отсутствия у меня накопилась куча крутых идей, с которыми мне не терпится с вами поделиться. Сегодня мы узнаем, какие виды пластика можно сдавать на переработку, и на моем личном примере узнаем, сколько на этом можно заработать. Тема загрязнения окружающей среды на текущий момент очень актуальна, а проблема загрязнения пластиковым мусором приобретает поистине колоссальные масштабы. Дорогие друзья, попрошу вас досмотреть это видео до конца, так как в нем очень много полезной информации. Начнем мы с того, что разберемся, почему же важно сдавать пластик на переработку. Посмотрите на наши леса. Эти кадры я сделал просто прогуливаясь в лесу примерно в 50 километров от города. Весь лес просто усыпан разного рода мусором. К сожалению, встречаются не просто отдельно валяющийся мусор в виде бутылок или пачек из-под сигарет, а целые стихийные свалки из гор мусора. В большинстве своей составляющей это пластик разного рода, который будет здесь лежать сотни лет, портя первозданный вид природы и отравляя все вокруг. На текущий момент проблема загрязнения лесов стоит довольно остро, но не так, как загрязнение мирового океана. Здесь мы говорим не только о загрязнениях прибрежной полосы, но и о самом океане. В Тихом океане существует уже целый остров, точнее пятно из мусора. Ученые посчитали, что примерный вес этого острова из мусора составляет примерно 100 тысяч тонн, а его площадь 1,5 миллиона квадратных километров. Это примерно как 3 Франции. И оно продолжает расти. По данным ООН, ежегодно в океан сбрасывается до 8 миллионов тонн пластика. В результате гибнут миллионы рыб и птиц, а через 20 лет в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы. В 2019 году пластика было произведено примерно на 380 миллионов тонн. В следующем году производство планируется увеличить на 30%. Основная проблема в том, что пластик не разлагается, а распадается на мелкие кусочки, в результате чего попадает в корм рыбам и птицам, постепенно убивая их. Но самая настоящая проблема кроется в микропластике. Это мельчайшие частицы пластика, которые не видны человеческому глазу. Ученые доказали, что пластик в микрочастицах в самом деле попадает в организм человека, и уже по большому счету избежать попадания его практически невозможно. Каким же способом пластик попадает в организм человека? В основном с морепродуктами, такими как рыба, лобстеры, креветки. Также частицы пластика могут попадать из-за дешевых некачественных детских игрушек, так как дети в раннем возрасте их грызут. В продукты питания пластик попадает из-за полиэтиленовой упаковки, при питье воды из пластиковых бутылок, также при использовании пластиковой посуды, особенно если ее разогревать в микроволновой печи. И самое ужасное, ученые обнаружили частицы микропластика в воздухе, которым мы дышим. В чем опасность нахождения пластика в организме? Это приводит к таким страшным последствиям, как развитие врожденных заболеваний у нового поколения, снижение эффективности иммунной системы, бесплодие, вызывает рак. Современный мир уже сложно представить без пластика, ведь на текущий момент примерно 70% все состоит из того или иного вида пластика. Это синтетическая одежда, некачественное постельное белье, игрушки, салон автомобиля, различного рода упаковка, продукты питания. Ученые нашли частички пластика в соли, а это значит, что практически вся еда содержит микропластик. Исправить ситуацию уже очень сложно. Отфильтровать воду Мирового океана уже невозможно, но снизить возможные последствия все же можно. Главное взяться за эту проблему всем вместе. Не нужно ждать, пока сосед поумнеет и начнет с себя. Снизьте количество потребляемого пластика. Постарайтесь пользоваться вещами из разлагающихся материалов. Не пользуйтесь по возможности пластиковой упаковкой, посудой, трубочками для питья, полиэтиленовыми пакетами. Введите раздельный сбор мусора. Сдавайте пластик на переработку. Дорогие друзья, хочу вас попросить максимально распространить это видео, чтобы каждый был осведомлен об этой проблеме. Возможно, кто-то начнет уже делать первые шаги по сохранению нашей планеты и здоровья своих детей. Из вышесказанного мы понимаем, насколько далеко мы зашли.
Поэтому к проблеме пластика нужно привлечь как можно больше людей. Например, как это сделал арт-художник Барри Розенталь. Фотограф Барри Розенталь показал неиссякаемый поток океанского мусора, что стало источником материалов для необычного арт-проекта. Барри Розенталь создает эти композиции, чтобы показать, насколько далеко зашло загрязнение океана. У этих объектов мало общего, кроме цветовой гаммы. Все они под действием морских волн, палящего солнца, песка и соли разрушаются очень медленно. Ученые полагают, что некоторые из них будут существовать вечно. Итак, давайте теперь разберемся, какой вид пластика подходит для сдачи на переработку. На каждом пластиковом изделии ставится маркировка, и в зависимости от нее мы можем понять, какой пластик можно сдавать на переработку, а какой нет. Посмотрим, что каждая маркировка означает. Самый удобный и распространенный материал для упаковки – это PET. Его используют для упаковки воды, кваса, газированных напитков, молочной продукции, косметических средств. Также PET применяют для упаковки бытовой техники, гаджетов, зубных щеток и зубных паст. PET может выделять фтолиевую кислоту и этиленгликоль, что негативно влияет на организм человека. Поэтому не стоит использовать PET-бутылки повторно. PET проще всего сдавать на переработке, и он перерабатывается на 100%. Следующие маркировки у нас идут под цифрами 2 и 4. Полиэтилен. С маркировкой 2 это ПНД и с маркировкой 4 это ПВД. Чаще всего из него изготавливают крышки для бутылок, тубы для кремов, лекарств, шампуней. Он относительно безопасен. Этот вид пластика также очень распространен, и его можно сдавать на переработку. Следующая маркировка это цифра 3. Поливинилхлорид, ПВХ. Из него чаще всего делают изоляцию для электрики, электропроводов, обложки для книг и тетрадей, шторки в ванную комнату, папки для документов, упаковку для тортов, салатов и так далее. Пищевая упаковка из ПВХ является опасной, особенно при прямом контакте с продуктами. Особенно это касается жирных и горячих продуктов питания. При этом ПВХ выделяет множество токсинов. При попадании ПВХ на свалке очень сильно загрязняет природу и, к сожалению, не подлежит переработке. Следующий вид маркировки это цифра 5. Полипропилен. Является одним из наиболее безопасных пластиков, его применяют при изготовлении стаканчиков для йогурта либо сметаны, контейнеров для продукта, одноразовой посуды, ведер, контейнеров для круп, макарон, ящиков для овощей. Полипропилен также подходит для переработки. Следующий вид маркировки это цифра 6. Полистирол. Очень дешевый вид пластика, за это его любят производители. Из него делают одноразовую посуду, чаще всего встречающуюся в азиатских странах. Коробки для фасовки продуктов, например, помидоров, огурцов и так далее. Боксы для еды, которые используют на вынос. Полистирол способен выделять множество канцерогенных веществ. Особенно опасен вспененный полистирол, так как он распадается на микропластик, а о его вреде я рассказывал в начале видео. Полистирол практически нигде не принимают на переработку, хотя это возможно. Маркировка под цифрой 7 называется группа «Другие пластики». Она включает в себя смеси из разного вида пластика, либо компонентные изделия. Из этого вида пластика делают бутылочки для детей, игрушки, многоразовую посуду, упаковку для творога и сыра. Нельзя однозначно сказать, что этот вид пластика безопасен. Этот вид пластика не принимается на переработку вообще. На мой взгляд, самый распространенный вид пластика, который годится для переработки, это PET-бутылки. Во-первых, потому что они перерабатываются на 100%, а во-вторых, их легче всего собирать. Мне удалось насобирать очень много пластиковых бутылок, и чтобы они занимали меньше места, я их сминал. Я насобирал 4 здоровых вот таких вот пакета. На каждый пакет у меня ушло примерно от 1,5 до 2 месяцев, чтобы набрать его полный. Весом каждый такой пакет составил примерно 4-5 килограмм. После того, как я собрал достаточное количество PET-бутылок, я отправился на пункт переработки. Оказалось, что я собрал целых 16 килограмм. В этом пункте приема принимали PET-бутылки по 8 рублей за килограмм.
Итого в совокупности мне удалось заработать целых 128 рублей. Да, согласен, это не так много. Но есть еще один вид пластика, который также можно сдавать. Второй вид пластика, который легко собирать, это пластиковые пробки. Я забегу немножко вперед и скажу то, что мне удалось собрать половину вот такого вот пакета, где в общей сложности получилось 9 килограмм. При этом на сборы такого количества пластиковых пробок у меня ушло чуть больше года, при условии, что собирал не только я, но и практически все мои друзья и родственники. Мне даже удалось раздобыть вот такую вот коробку и приобщить к сбору пластиковых пробок всех моих соседей. Благодаря этой коробке сбор крышек существенно ускорился. Я даже делал одиночную экологическую акцию, что-то типа плогинга. Вроде как-то так это называется. Плогинг. Ну да. It's not a game, it's a rich thing. Всего лишь за полчаса прогулки по пляжу собрал вот такой вот мешок с крышками. Это не так много, тем не менее портит окружающий вид и наносит вред природе. Давайте будем аккуратнее. В итоге, на мой взгляд, мне удалось собрать достаточное количество пробок, чтобы отправиться на пункт переработки. Поехали! Так, получилось у нас 9 килограмм пробок. За это мы выручили, сколько у нас тут, 144 рубля. 144 рубля. 16 рублей за килограмм пробок. Так что все, миссия выполнена. Давайте подведем итог, сколько мне удалось заработать на сдаче пластика в переработку. За пластиковые бутылки удалось заработать 128 рублей. За сдачу пробок удалось заработать 144 рубля. Итого в совокупности заработал 272 рубля. Согласен, это смешная сумма. И заработать на сдаче пластика не в промышленных масштабах на текущий момент, наверное, невозможно, ну или крайне тяжело. Но в решении глобальной проблемы с пластиком все же это поможет. Ведь никто не отменял правило 1%. К
Кстати, на моем канале есть видео про теорию 1%, советую вам его посмотреть. Так что, кому интересно, переходите по ссылке в описании. Хоть мне и не удалось заработать какую-то существенную сумму на сдаче пластика в переработку, все равно я доволен, так как, на мой взгляд, получилось довольно интересное и прикольное видео. Если это так, то поставьте этому видео большой палец вверх, а также напишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы, либо опишите ваш опыт сдачи какого-либо мусора в переработку, ну и просто поделитесь своим мнением. На моем канале в рубрике «Сколько можно заработать на сдаче мусора в переработку» есть видео про картон, так что если вам интересно, ссылка будет также в описании к этому видео. Дорогие друзья, на этом у меня все. Не забудьте подписаться на мой канал. Очень рад был вас всех видеть. Желаю вам всем финансового благополучия, добра. До новых встреч. Пока.